Все мы прекрасно понимаем, что основным предметом гордости и вожделения советских аудиолюбителей были стационарные магнитофоны и магнитофоны-приставки. Но не стоит при этом незаслуженно обделять вниманием младшее семейство переносных портативных кассетников, которые также играли немаловажную роль в культурном досуге нашей молодости. И именно дюжине наиболее интересных представителей этого семейства и посвящен сегодняшний выпуск. Электроника 311 стерео. Выпускался с 1977 года нововоронежским заводом Алиот. Магнитофон обеспечивал регулировку тембров по высоким и низким частотам, автоматическое и ручное регулирование уровня записи с визуальным и слуховым его контролем, а также был оборудован функцией паузы, стирания записи и автостопа. Примечательным был тот факт, что магнитофон дополнительно комплектовался выносными акустическими системами, что давало возможность использовать его не только в качестве переносного, но и в качестве полноценного стационарного домашнего проигрывающего устройства. Номинальная выходная мощность магнитофона составляла 0,4 Вт на встроенных акустических системах и достигала практически 1 Вт на канал на выносных. Частотный диапазон при этом составлял от 120 до 10 тысяч Гц на встроенных и от 100 до 10 тысяч Гц на выносных акустических системах. Весна 201 стерео. Выпускался с 1977 года Запорожским электромашиностроительным заводом «Искра» и имел возможность работать на собственных встроенных громкоговорителях в качестве монофонического магнитофона, а также на выносных акустических системах в качестве полноценного стереофонического устройства. Полоса воспроизводимых частот составляла от 63 до 10 тысяч Гц. Номинальная выходная мощность, подаваемая на встроенную акустику, 0,8 Вт, на выносные акустические системы 3 Вт на каждый канал. Питание магнитофона могло осуществляться как от сети, так и от 8 питающих элементов. С 1978 года магнитофон был модернизирован в модель Весна 211 стерео, а с 1980 года дополнительно выпускался Махачкалинским заводом радиотоваров под названием Тарнаир 211 стерео. Электроника 203 стерео. Выпускался с 1980 года Зеленоградским заводом Точмаш. Магнитофон имел динамический шумоподавитель, отключаемую систему АРУС, автостоп при окончании ленты, счетчик расхода магнитной ленты, а также мог работать на выносные акустические системы, в каждой из которых было установлено две головки 6GD6 и 3GD31. Номинальная выходная мощность при использовании встроенного громкоговорителя магнитофона составляла 1 Вт. В случае использования внешних акустических систем 2 Вт на каждый канал. Рабочий диапазон звуковых частот при этом составлял от 75 до 12,5 тысяч Гц. Электроника 211 стерео. Выпускалась нововоронежским заводом Алиот с 1982 года. В магнитофоне были предусмотрены ручная и автоматическая регулировка уровня записи, автостоп, устройство шумопонижения, раздельные регуляторы тембров по низким и высоким частотам, счетчик расхода ленты, а также 2 микрофона для записи. Номинальная выходная мощность магнитофона была достаточно внушительной и в случае питания от электросети достигала целых 5 Вт на каждый канал. Рабочий диапазон частот при этом составлял от 40 до 12,5 тысяч Гц, а масса магнитофона превышала 6,5 кг. Романтик 201 стерео. Выпускался с 1983 года Горьковским заводом имени Петровского. В магнитофоне имелись автоматическая остановка лентопротяжного механизма, слуховой контроль записываемого сигнала, возможность для отключения громкоговорителей и подключения стереотелефона, индикаторы уровня записи и воспроизведения, световые индикаторы включения в сеть, отключаемая система шумопонижения, счетчик расхода ленты и даже устройство расширения стереобазы. Встроенная акустика магнитофона включала в себя 4 громкоговорителя, по 2 на каждый канал. В каждом канале использовались по одному 3GD38 и 2GD36. Максимальная выходная мощность при питании от электросети составляла 4 Вт на каждый канал,
а рабочий диапазон частот, наверное, был самым широким среди всех переносных советских магнитофонов и составлял от 40 до 14 тысяч Гц. ИЖ-303 стерео выпускался с 1984 года Ижевским мотозаводом. В магнитофоне были предусмотрены ручная и автоматическая регулировка уровня записи, автостоп, счетчик расхода ленты с функцией память, стрелочные индикаторы уровня записи, система шумопонижения. К аппарату можно было подключать внешние акустические системы, либо головные телефоны. Питание предусматривалось универсальное, либо от 8 питающих элементов, либо от электросети. Номинальная выходная мощность 1 Вт на каждый канал. Диапазон воспроизводимых частот от 63 до 10 тысяч Гц. Масса магнитофона с батареями составляла около 5 кг, а розничная цена на момент выхода 285 рублей. Весна-212 стерео выпускался с 1985 года Запорожским электромашиностроительным заводом «Искра». В магнитофоне были предусмотрены автоматическая остановка ленты, счетчик ленты с функцией память, контроль уровня записи по стрелочным и пиковым индикаторам на светодиодах, использование магнитных лент двух типов с возможностью переключения типа ленты, контроль напряжения питания по стрелочному индикатору, автоматическая регулировка уровня записи, раздельная регулировка тембров по высоким и низким частотам и даже встроенная система шумопонижения. Номинальная выходная мощность магнитофона составляла 1,5 Вт на каждый канал, максимальная достигала целых 4, а диапазон воспроизводимых частот составлял от 40 до 14 тысяч Гц. Модель была настолько популярна, что в течение своего жизненного цикла выпускалась в 8 различных модификациях, а с 1990 года 4-я модификация данной модели отдельным предприятием дополнительно выпускалась еще и под названием Днестр М212С4. Том-308 стерео выпускался с 1987 года Томским радиотехническим заводом. В магнитофоне имелись раздельные регуляторы тембра по низким и высоким частотам, система шумопонижения, автостоп, стрелочные индикаторы контроля уровня записи, встроенные микрофоны, функция расширения стереобазы, возможность подключения внешних акустических систем, а также головных телефонов. Питание могло осуществляться от электросети либо от батарей 373 типа. Диапазон воспроизводимых частот на встроенных громкоговорителях составлял от 100 до 10 тысяч Гц, а максимальная выходная мощность достигала 2,5 Вт на каждый канал. С того же 1987 года Ленинградским заводом имени Калинина данная модель параллельно малосерийно выпускалась под наименованием Квазар 308 стерео. Парус М213 выпускался с 1988 года Саратовским заводом Знамени Труда. Магнитофон имел универсальное питание и мог работать в автономном варианте в качестве монофонического устройства с возможностью воспроизведения фонограмм через свой собственный встроенный динамик и в стационарном варианте в качестве стереофонического устройства с 2 выносными акустическими системами. Диапазон воспроизводимых частот магнитофона составлял от 40 до 14 тысяч Гц. Номинальная выходная мощность на выносные акустические системы 1 Вт на каждый канал, максимальная 3 Вт. Весна-225 стерео выпускался с 1989 года Запорожским заводом магнитофонов «Весна». Магнитофон имел 2 лентопротяжных механизма, один из которых работал в режиме воспроизведения, а второй и на запись, и на воспроизведение. Имелась возможность перезаписи с кассеты на кассету, отключаемая система АРУС, устройство шумопонижения, расширение стереобазы, 5-полосный эквалайзер, встроенные микрофоны и электронный индикатор уровня сигнала, а также счетчик расхода ленты с реализованным режимом память. Максимальная выходная мощность составляла 6 Вт на каждый канал, а рабочий диапазон частот от 63 до 12,5 тысяч Гц. С 1990 года Брянским электромеханическим заводом выпускалась аналогичная версия данного магнитофона, но с одним лентопротяжным механизмом под наименованием Союз М220 стерео.
Romantic M309 стерео. Выпускался с начала 1989 года Горьковским заводом имени Петровского. Магнитофон имел электронное устройство расширения стереобазы, возможность автоматического поиска до первой паузы, функцию автостоп, а также систему ARUS. К примечательным особенностям магнитофона можно было отнести раздельную регулировку громкости по каждому из каналов, наличие полноценного трехполосного эквалайзера, а также встроенного микрофона для записи. Частотный диапазон магнитофона составлял от 63 до 12,5 тысяч Гц, а максимальная выходная мощность 7 Вт на каждый канал. И завершает наш сегодняшний выпуск двухкассетный стереофонический магнитофон ISH M306 стерео, выпускаемый Ижевским мотозаводом с 1990 года. Магнитофон имел два лентопротяжных механизма, отключаемую систему ARUS, устройство шумопонижения и расширения стереобазы, трехполосный эквалайзер, встроенный микрофон, электронный индикатор уровня сигнала, трехдекадный счетчик расхода ленты с реализованным режимом память, а также индикатор разряда батареи. Рабочий частотный диапазон составлял от 63 до 10 тысяч Гц, а максимальная выходная мощность достигала 3 Вт на каждый канал. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас интересен и хоть немного понравился. Если это действительно так, с вас как всегда лайк и приятный комментарий. Ну а с нас еще много всего интересного. Хороших вам дней!